Не было ни сцены, ни выступления, ни объявления. И все же весь интернет не мог оторваться от просмотра. В сети появился короткий ролик, где Чингук едет на мотоцикле через туннель, и за несколько часов он превратился в нечто гораздо большее, чем кто-либо ожидал. Не было ни эффектного монтажа, ни драматического нагнетания обстановки, просто тихий, почти кинематографический момент, который ощущался очень выразительно. Но внимание людей привлекло не только само видео, но и все, что его окружало. Потому что чем глубже вникаешь в этот момент, тем более странным и захватывающим он становится. Все началось просто. Чингук едет на мотоцикле один через туннель. Видео было черно-белым, мгновенно создавая ощущение киносцены, а не реальной жизни. Свет мягко отражался от стен, тени растягивались и менялись по мере его проезда. Ничто не казалось поспешным. Не было никакой спешки. Не было попыток произвести впечатление. И именно это делало его невозможным игнорировать. Камера не пыталась переборщить. Обстановка не кричала о желании привлечь внимание. Все казалось сведенным к самым необходимым элементам. И каким-то образом эта простота сделала момент еще более сильным. Вы смотрели не выступление айдола, вы смотрели на человека, наслаждающегося своей свободой. Но эта спокойная энергия длится недолго. Люди начинают замечать кое-что еще. Что выделяет этот клип, так это не только его внешний вид, но и атмосфера. В индустрии, известной точной хореографией и контролируемыми визуальными эффектами, этот момент кажется почти нефильтрованным. Нет явного намерения стать вирусным. Нет никаких признаков того, что он создан для привлечения внимания, но он это делает. Чингуку не нужно ничего преувеличивать. Нет драматических выражений лица, нет преувеличенных движений, только присутствие. Есть определенная уверенность в том, что он делает меньше, но при этом все еще контролирует атмосферу вокруг себя. И именно это запечатлено в этом моменте. Но как только люди начали ценить эстетику, начался совершенно другой разговор. Внезапно в интернете начали распространяться слухи. Некоторые фанаты предположили, что Чингук попал в аварию на мотоцикле примерно в то же время, когда появился этот ролик. Новости быстро распространились, и на разных платформах появились разные версии истории. Но вот в чем дело. Официального подтверждения, проверенного заявления или конкретных доказательств в поддержку этого утверждения не было. Несмотря на это, спекуляции не прекратились. Наоборот, неопределенность заставляет людей уделять больше внимания. Внезапно видео перестало быть просто визуальным моментом, оно стало чем-то, что люди пытались расшифровать. Каждая деталь, каждый кадр, каждое движение анализировались неожиданным образом. И по мере того, как ситуация накалялась, в разговорах всплыло еще одно имя. Вскоре после слухов об аварии начали циркулировать предположения о Ким Тэхёне, точнее, слухи о том, что Тэхён навестил Чингука, возможно, в больнице. Опять же, ничего не было подтверждено, никаких официальных источников, только спекуляции, процветающие в онлайн-сообществах. Но это не помешало людям сопоставлять факты. Для поклонников, которые уже заметили их близость, этот слух добавил истории еще один эмоциональный слой. Он превратил простое видео в нечто более личное, более интимное, хотя ничего и не было подтверждено. И вот тут начинается самое интересное. Потому что, независимо от того, был ли слух правдой или нет, он изменил восприятие видео. Речь шла уже не только о том, что вы видите, но и о том, что, как вам кажется, происходит за кулисами. Каким-то образом это сделало все еще более захватывающим. Но помимо слухов и домыслов, есть еще один слой, который трудно игнорировать – само место действия – туннель. На первый взгляд это может показаться случайным местом, но визуально и символически туннель несет в себе смысл. Туннели символизируют движение, переход, пространство между тем, где вы находитесь, и тем, куда вы идете. И Чингук движется в этом пространстве. За эти годы он показал много граней себя – артиста, исполнителя, мировую икону. Но такие моменты раскрывают нечто иное, нечто более личное. Это своего рода исследование, не ограниченное ожиданиями или ярлыками.
Речь идет не о том, чтобы что-то доказать. Речь идет о выражении чего-то, и иногда выражение принимает самые простые формы. Тем не менее, в его присутствии есть что-то такое, что заставляет людей говорить. Потому что Чингук не просто проходит через туннель, он его осваивает. Он излучает определенную энергию, которую фанаты быстро описывают как бунтарскую, не хаотичную или безрассудную, а контролируемую, спокойную и немного бунтарскую, что кажется естественным. Кажется, он не пытается создать образ, он сам является этим образом. Такой баланс интенсивности и нежности встречается редко. И именно это делает этот момент особенным. Он расслаблен, но при этом полностью осознает происходящее, спокоен, но его невозможно игнорировать. Это такое присутствие, которое не нуждается в объяснении, вы просто его чувствуете. И, возможно, именно поэтому это видео не только стало вирусным, но и запечатлелось в памяти людей. Потому что в конечном счете дело не в этом. Дело не в самом действии. Дело даже не в том, что произошло на самом деле. Дело в чувстве, которое вызывает этот момент, спокойствие, свобода, контроль, все это заключено в нескольких секундах, которые каким-то образом передают больше, чем целое выступление. Когда вы сочетаете это с неподтвержденными слухами, эмоциональными домыслами и глобальной фанатской базой, готовой анализировать каждую деталь, вы получаете нечто мощное, нечто неожиданное, нечто, что распространяется быстрее, чем кто-либо может контролировать. Но вот что действительно бросается в глаза. Этот момент не планировался как заявление, и все же он им стал. Это показывает, что Чингуку не нужны сложные постановки или масштабные рекламные кампании, чтобы привлечь внимание. Ему не нужно ничего объяснять. Иногда достаточно просто быть там. И, возможно, именно это делает всю эту ситуацию такой интригующей, потому что даже сейчас остаются вопросы, была ли это просто обычная поездка? Происходило ли что-то еще за кулисами? Связаны ли слухи или совершенно не связаны? Никто не знает наверняка. Но, возможно, в этом и суть. Не всему нужен однозначный ответ. Некоторые моменты нужно прочувствовать, а не до конца понять. И это один из них. Потому что, не сказав ни слова, Чингук сумел вовлечь весь мир в один тихий, таинственный момент и заставить людей думать о нем еще долго после того, как он закончился. И, честно говоря, это, пожалуй, самый мощный ход из всех. Люди редко осознают, что вирусность клипа обусловлена не только его содержанием, но и пустым пространством, которое он оставляет. Видео не дает объяснений, контекста, ответа. И именно поэтому интернет наполнил его интерпретациями. Одни видят в нем символ свободы, другие – намек, даже предупреждение. Алгоритмы, конечно, тоже играют свою роль. Короткие пути, яркие визуальные образы и определенная атмосфера заставляют людей пересматривать его неосознанно. Каждый повтор – это сигнал, каждый комментарий – подсказка, и внезапно простой клип превращается в большую головоломку, которую нужно решить вместе. С другой стороны, всякий раз, когда такая популярная фигура, как Чингук, появляется необычно, всегда вырисовывается определенная закономерность. Публика чувствует себя обязанной узнать причину. Однако не все является анонсом, не каждый момент – стратегией. Иногда кто-то просто едет на машине, и камера случайно запечатлевает его в красивом ракурсе. Но когда к видео начинают прикрепляться слухи, логика часто отстает от эмоций. Люди обсуждают не только, правда ли это, но и «а что, если это правда?». И эти «а что, если» создают альтернативные истории, которые кажутся реальными, даже если у них нет подтвержденной основы. Именно здесь грань между восхищением и предположением становится тонкой. Восхищение эстетикой – это естественно, обсуждение символизма – это естественно. Но когда анализ превращается в веру без доказательств, рождается непонимание, а навязанный нарратив. И такие нарративы могут распространяться быстрее, чем любые разъяснения. Интересно, что некоторые люди нашли клип тревожным в тонком смысле, потому что он был слишком тихим. Не было взрывов, драматической кульминации, явного лучшего момента.
Была лишь атмосфера, и эта атмосфера заставляла людей ждать дольше, чем они предполагали, словно вот-вот должно было произойти что-то, чего на самом деле не случилось. Если подумать, это, пожалуй, самая эффективная форма власти – удерживать внимание людей, даже не требуя этого. Без диалога, без объяснений, без официального повествования, момент все равно казался значимым. Не потому, что были скрытые факты, а потому, что зрители привнесли в него свой собственный опыт и ожидания. И в конечном итоге, что бы ни происходило за кулисами, ролик выполнил свою задачу, став зеркалом. Он отразил, как работает интернет, как тишина может восприниматься как сигнал, как недостаток информации может вызвать поток интерпретаций и как простой момент может превратиться в глобальное событие просто потому, что люди не могут перестать задаваться вопросами. На ваш взгляд, если за этим роликом скрывается другой смысл, дайте нам знать в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления. До встречи в следующем видео.